Егор Петрович жил один, привыкнув к тишине старого дома и скрипу половиц. Годы одиночества выработали в нем особую привычку. Он слушал мир не ради компании, а ради порядка. Считал, что по звукам можно понять, живо ли все вокруг и не нарушилось ли что-то важное. Дом на краю поселка стоял словно укрытый буфер между людской суетой и полями. Здесь ветер был другом и соседом, а звуки шагов редки и потому особенно отчетливы. Он знал каждую доску, каждую трещинку в двери, и многие вещи, которые для других были бы пустяком, казались ему знакомыми, почти родными. Холм за сараем, который он сначала не замечал, вошел в его поле зрения постепенно и потому исчезнуть не мог. Это было не яркое, разовое впечатление, а постепенное нарастание. Сначала как маленькая странность в очертаниях участка, потом как деталь, требующая внимания. Он наблюдал за ним не постоянно, но достаточно, чтобы заметить нюансы. Редкость травы, сухость верха, трещинки, которые появлялись и исчезали с погодой. Все это складывалось в тихую загадку, которую Егор откладывал на потом, потому что жизнь требовала мелких дел, а старые привычки сдерживали порывы. Зачем копать, если нет острой нужды? Так он жил, размеренно с выстраданной рассудительностью, позволяя обстоятельствам ведомо тянуться своим чередом. Одна осень любопытства пересилила осторожность. Дни становились короче, воздух приобретал прозрачность и жесткость, которые раздували в нем любопытство. Егор понимал, теперь земля тверже после летней влажности и ранних заморозков. Раскопать холм будет легче, чем в сырое лето. Он взял лопату не по прихоти, а с чувством почти ритуальным, как будто приступал к делу, которое было откладываемо долгие годы. Приближаясь к месту, он обводил глазами край сарая, считая шаги, чувствуя, как старые руки напрягаются привычным весом инструмента. Первые лопаты уходили легко. Верхние слои были рыхлы и пронизаны корнями. Запах свежей земли обжигал ноздри, и это чувство напоминало ему о былых работах на поле. Но чем глубже, тем тверже становилась земля. Не просто утрамбованная, а словно державшая внутри что-то, что не желало выходить. Когда лопата с глухим звуком уперлась в металл, мурашки пробежали по коже. Не отрезок камня, не корень, а ровный плотный отклик, отчетливый и чуждый природному звуку. Работа изменилась. Вместо того, чтобы копать ради копания, он стал осторожно подбирать, снимать пласт за пластом, аккуратно освобождать чужую память из объятий земли. Он думал о том, что могло привести к такому, о тайниках времен войны, о людях, которые прятали вещи на всякий случай, о страхе, что заставляет прятать и не возвращаться. Каждый взмах лопаты становился шагом в прошлое, и ожидание того, что окажется в земле, сгущало воздух вокруг него. Внутри были аккуратно сложенная военная куртка, коробки с патронами, пистолет, кожаный ремень, портсигар с инициалами и медальонами-жетонами с именем Фома Кузьмич Королёв, пачка старых банкнот и связка писем, адресованных тому же имени и женщине по фамилии Королёва, Анне. Вещи лежали не в беспорядке. Куртка была сложена, патроны уложены в коробки, мелкие предметы как будто хозяин думал о порядке и безопасности до последнего. Текстуры были разными. Грубая холщовая ткань, холодный металл, хрупкая бумага с запахом времени, и все это сочеталось в образ человека, который стремился сохранить то, что для него было важно. Жетоны с буквами и цифрами давали имя и армию, делая из бездушных предметов чью-то индивидуальность, банкноту, следы экономической реальности своего времени, письма, голос, замеревший на бумаге. Когда Егор поднимал предметы, пальцы чувствовали не только структуру, но и историю. Следы на рукояти пистолета, выцветшие подписи на конвертах, печати банков — все это складывалось в образ человека, прожившего сложную жизнь и оказавшегося вынужденным спрятать ее фрагменты.
В них присутствовала не только утварь, но и чья-то память, чувство долга, страх и надежда. Все, что и составляет прошлое, которое вдруг стало реально и тяжело, лежало у него перед глазами. Открытие потрясло Егора. Предметы не были случайными реликвиями, они говорили о человеке с судьбой, солдате, вернувшемся домой и внезапно исчезнувшем. Он ощутил одновременно глубину личной истории и ее общественное измерение. Здесь была и война, и возвращение, и потеря, и исчезновение, которое оставило за собой больше вопросов, чем ответов. Желание понять переплелось с уважением к чужой боли. Он не считал себя вправе сразу же раскрыть все письма и выкладывать их на показ, но ему хотелось узнать имя, годы, лица, услышать голос, чей почерк дрожал на старой бумаге. Газетные строки и записи общины, найденные позже, подтвердили контуры истории. Фотография с возвращением, упоминание о награде, затем резкое исчезновение. Это создавало ощущение трагической драмы. Человек, переживший ужасы фронта, возвращается на родину. Но реальность не дает покоя, и через несколько лет он исчезает, оставив тайник в земле. Егор чувствовал, как странное чувство причастности растет внутри. Он не был родственником, не имел юридического права владеть этими вещами, но случай свел их судьбы, и теперь он оказался хранителем субстанции памяти, которая требовала решения, действия и уважения. Егор аккуратно сложил вещи в сундук и, почувствовав нарастающее беспокойство, отнес его в дом. Внутри появилось новое напряжение. Предметы, которые раньше были тихим грузом в земле, превратились в конкретное бремя на его верстаке. Он понял, что наличие старых монет и оружия может привлечь внимание не только историков, но и людей с менее благими намерениями. Тонкая грань между хранением ради уважения и хранением ради сокрытия стала очевидной и тревожной. Вечера теперь наполнялись прислушиванием к каждому звуку. Скрип ворот, шаги по гравию, легкий шорох — все приобретало значение. Появились следы, колеса в грязи, чьи-то оглядки у забора, тени, которые задерживались в сумерках дольше, чем следовало бы. Эти мелочи могли быть совпадением, но в уме Егора они складывались в картину. Находка вызвала интерес, и этот интерес мог быть не только научным. Он стал закрывать сундук и убирать его в более укромное место, переносил вещи с места на место, словно пытаясь запутать следы, но знал, что это временная мера. Настоящая проблема не исчезнет, пока он сам не решит, кому доверить найденное и как обезопасить себя и честь покойного. Егор позвонил старому знакомому, отставному шерифу Михаилу Тимофеевичу Турнеру, и попросил помощи. Сундук должен попасть в безопасное место и к тем, кто разберется с его содержимым законно. Решение обратиться к человеку, который знал законы и был знаком с местным порядком, было продумано и взвешено. Михаил был тем, кому можно было доверить не только вещи, но и историю. Разговор по телефону был коротким, но содержал все нужные детали: место находки, примерный перечень содержимого, подозрения о возможном интересе со стороны посторонних. Михаил отреагировал спокойно и профессионально. Он предложил приехать и посмотреть, взять сундук под охрану, оформить передачу на хранение в архив или музей, и, если удастся, попробовать найти родственников Королёва. Когда утром Михаил приехал, их совместная работа была проста и четка. Бережно упаковать вещи, задокументировать находку, принять решение о том, куда их переместить дальше. Было в этом это чувство облегчения. Не потому, что уходило что-то ценное, а потому, что ответственность переступала с плеч одного старика на плечи институции, способной действовать в рамках закона и памяти. Когда грузовик уехал, вокруг Егора вернулась привычная тишина. Никто больше не маячил у забора, не было следов шин. В доме и во дворе воцарилась та самая давняя тишина, к которой он привык и которую теперь воспринимал уже иначе.
как восстановленный порядок и как подтверждение правильности принятых шагов. Земля над холмом постепенно начала зарастать после раскопок, следы от лопаты сгладились, а зима прикрыла изъян белым покровом. Но что-то изменилось навсегда. Теперь у него было ощущение, что он причастен к чужой истории, и это тяготело на нем не как чужой груз, а как ответственность, мягко, но непреклонно входящая в ритм его дней. Люди в округе медленно перестали интересоваться случившимся, новости растеряли вкус сенсации, и жизнь вернулась к своим обычным заботам. Но в глазах Егора все его привычки теперь были окрашены новым оттенком. Он теперь знал, что земля порой хранит не просто корни и камни, а души и судьбы. Вечерами, сидя на крыльце, он иногда думал о судьбе Фомы Кузьмича, о письмах, о любви и страхах тех лет, и о том, что иногда секреты должны быть извлечены из земли, чтобы вернуть людям их истории. Эти размышления были тихими и не напоказ. Он представлял себе женщину, чьи строки дрожали от тревоги, солдата, который в конце десятилетий войны пытался сохранить свое прошлое и надежду, соседей и чиновников, которым, возможно, было все равно, и мир, который умеет забывать. Садясь за работу, косясь на поле, он чувствовал, что сделал то, что следовало. Не ради славы, а ради правды и сострадания. Весна, когда пришла, принесла новые краски. Скромные полевые цветы, посеянные им на месте холма, зацвели и напомнили о том, что даже тревожная память может превратиться в живой знак. Мягкую, дышащую метку времени, достаточную для того, чтобы люди иногда задумывались о тех, кто прежде жил на той же земле. И в этой тишине и новых цветах Егор нашел спокойствие. Прошлое вернулось в мир не как бремя, а как часть общей истории, которую теперь можно было уважать и беречь.